Идут в тайгу браконьеры и российские, и китайские легально и нелегально пересекают границу и продолжают охотиться на бесценного зверя и продолжают уничтожать молодняк. Однажды случилась такая история. Владимир ехал по дороге, где-то под Хабаровском, подъезжая к небольшому населенному пункту, заметил, что на дороге образовалась пробка. Это небывалое событие в этих местах. Наверное, авария, подумал мужчина. Остановился. Вскоре за ним притормозили еще несколько машин, пробка не двигалась. Владимир торопился домой, его собака стала заметно нервничать, видимо, уже хотела в туалет. Мужчина прицепил поводок и вышел за автомобиля. Прошел немного вперед, чтобы разузнать, что там случилось, когда пробка освободится. Когда он подошел ближе, то очень удивился. Поперек дороги лежал огромный тигр. Животное было довольно большое. Невозможно было различить, тигр это или тигрица. Полосатый хищник лежал поперек дороги, загораживая собой проезд. Дорога была довольно узкая, обочины почти не было, а сразу за дорогой по обе стороны были глубокие канавы. Так, что не объедешь. Ощущение было такое, что тигр специально выбрал именно такое место, чтобы привлечь к себе внимание. Сначала Владимир подумал, что зверь ранен или сбит машиной, но нет, он лежал в свободной позе и ровно дышал. Чего добивалось дикое животное, сложно было предположить. Возможно, просто решил погреться на теплом асфальте. Ему было безразлично, что он доставляет неудобства людям. Владимир решил вернуться к машине, пока хищник не заметил его и собаку. Вдруг Альма рванулась, выдернула поводок и побежала к животному. Она подскочила к тигру и стала лаять на него. Тигр вздрогнул от неожиданности, но не пошевелился, лишь немного потянул нос к собаке, чтобы понюхать. Собака завиляла хвостом и тоже понюхала морду тигра. Вдруг хищник встал и пошел во враг, ускоряя пружинистый шаг. А увязалась за ним. Владимир, забыв об опасности, выскочил на дорогу и стал звать собаку, но тщетно. Он кричал, звал, отдавал какие-то команды. Ком подкатил к горлу, слезы стали душить его. Ну что же такое? Зачем только он вывел Альму на улицу? Что же ему теперь делать? Как жить? Собака его любимая собака. Мужчину вывели из этого состояния гудки машин, которые не могли проехать уже из-за его автомобиля. Давясь слезами, он вернулся в машину и поехал дальше. Он очень спешил после разговора по телефону с начальником. Его ждал на работе начальник, который и слышать не хотел, чтобы дать ему отпуск за свой счет. Только посоветовал просто купить новую собаку, ведь тигр все равно съел Альму. Поводок держать надо крепче было. Говорил начальник. Владимир еле дотерпел до выходных. В пятницу же, несмотря на вечер и уже сгущающиеся сумерки, загрузил походное снаряжение в багажник и поехал на место происшествия. Припарковал машину чуть дальше и пошел в лес туда, куда убежала собака. Пробирался через заросли, подсвечивая дорогу фонариком до тех пор, пока вокруг совсем не стало темно. Выбрал место, поставил палатку, лег спать, чтобы с восходом возобновить поиски. Он твердо решил разыскать свою собаку во что бы то ни стало. Он не уйдет из тайги без своей собаки. Утром его разбудил восторженный скулёж собаки. Она бегала вокруг палатки, пыталась пробраться внутрь. Владимир не мог поверить, что все обошлось так легко и просто. Теперь он никогда не отпустит свою любимицу. Как же она провела 2 ночи в лесу без него. Он открыл палатку. Мокрая, грязная, вонючая собака ворвалась в тесное пространство и стала облизывать ему лицо и руки. Даже поводок был на месте, хоть весь ужасно грязный. Выбравшись из палатки, Владимир стал осматривать Альму. Не ранена ли она, как ей удалось вырваться от тигра? Собака была цела и невредима.
Она вдруг взяла его зубами за штанину и стала тянуть, как будто звала куда-то. Владимир последовал за ней. Бросив все в палатке, они довольно долго шли дорогой, которую показывала собака. Вскоре показались палатки, какие-то строения. Странно, подумал Владимир. Он вроде достаточно хорошо знал здешние места. Никакой деревни здесь быть не должно. Да и на деревню это все было мало похоже. Мужчина привязал собаку на поводок и стал пробираться осторожнее. Он понял, что Альма звала его именно сюда. Это явно незаконное поселение. А значит, тут ему будут не рады. Спрятаться тут кто угодно может. Скорее всего, это браконьеры или, может быть, еще кто-нибудь, кто желал бы скрыть незаконную деятельность. Место было выбрано почти идеально, не так уж далеко от дороги, что позволяло осуществлять транспортировку чего бы то ни было. В то же время останавливаться здесь просто так вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову. Два довольно больших холма закрывали импровизированное поселение от посторонних глаз. Владимир и пробирались очень осторожно. На удивление, вокруг никого не оказалось. Лагерь не выглядел покинутым, но в данный момент никого не было. Возможно, все ушли на добычу, может, прячутся. А может, просто спят. Приблизился к строениям с другой стороны. Они напоминали землянку, а спереди были выставлены металлические решетки в буквальном смысле слова. У Владимира волосы встали дыбом от увиденного. Это были вольеры или, скорее, клетки. Одно было набито шкурами разных животных. Другие были пусты, а в последнем в грязном углу лежало что-то полосатое. Расстояние между самодельными деревянными прутьями, сделанными из стволов молодых деревьев и вкопанных в землю, было довольно крупное. Собака с легкостью протиснулась туда и натянула поводок, который ее хозяин уже боялся выпустить из руки, стала толкать носом Владимира. Тот понял, что это тигр, но не мог понять, молодой или взрослый. Принялась тормошить животное, лизать его в морду, полосатый проснулся и нехотя зашевелился. Оказалось, что это не один, а два тигренка, которые прижались друг к другу и старались согреться. Даже без осмотра было понятно, что они истощены и, скорее всего, обезвожены. Владимир почувствовал, как в нем закипает злость и негодование. Зверята подошли к решетке и хотели протиснуться. Видно было, что они делают эту попытку не впервые. Однако они были уже слишком большие, не могли выбраться. Малыши стали призывно рычать. Где-то из леса почти за спиной Владимира раздался ответный рык. Владимир повернулся, увидел того самого тигра, который лежал на дороге. Вот теперь стало понятно, чего хотело животное. И все-таки это была тигрица. Мамаша поспешила на помощь своим детям. Она не смогла освободить детенышей. Зато Альма согревала их своим теплом 2 последние ночи. Тигрица не подходила ближе к Владимиру. Она не доверяла человеку. Собака снова вырвалась у Владимира из рук и побежала к тигрице. Собака показывала ей головой в сторону человека, поскуливала и виляла хвостом. Всем своим видом старалась показать тигрице, что она привела помощь, сейчас все будет в порядке. Владимир одним ударом ноги выбил деревянную опору и выломал несколько прутьев, тигрята были свободны. Вот только идти они не могли, ослабли. Владимир, опасаясь, что тигрица неправильно поймет его действия, подобрал мешок, который оказался поблизости, скинул туда тигрят, закинул на спину мешок и пошел в сторону палатки. Собака бежала за ним. Владимир донес свою ношу до машины, минуя свою палатку. Тут было некогда мелочиться, он даже не стал завозить Альму домой, а срочно поехал в ветклинику. Оказав малышам первую помощь, их отправили в реабилитационный центр. Владимир сообщил в полицию о местонахождении лагеря браконьеров. Полиция приехала как раз вовремя, чтобы арестовать вернувшихся негодяев. На сей раз, к счастью, они вернулись с пустыми руками.
Владимир согласился выступить свидетелем. Когда он собирал в лесу свою палатку, то прямо за спиной ощущал, как на него из тайги с молчаливым укором смотрит тигрица. Лишь когда он покинул место своей ночевки, то услышал вслед тоскливый крик матери, потерявшей своих детей. Владимир отслеживал судьбу и состояние здоровья своих найденышей. Тигрята быстро шли на поправку. Владимир настоял, чтобы выпустили их природу там же, где он их нашел. В назначенный день он вместе с Альмой, с работниками центра привезли тигрят на место. В лесу было тихо. Надо было сообщить тигрице, что детеныши прибыли. Словно прочитав мысли хозяина, Альма принялась лаять на весь лес. Довольно скоро из леса раздалось рычание. Потом еще хищница явно приближалась. Люди открыли довольно быстро клетку с тигрятами, и они вырвались на такую долгожданную свободу. Тигрица обнюхала каждого тигренка, лизнула, окинула людей благодарным взглядом и увела своих детей в тайгу. Владимир после этого случая стал частенько помогать работникам реабилитационного центра диких животных. На его счету было еще много спасенных зверей, но тех самых первых тигрят он не забудет никогда. Вот такая удивительная история.